Приветствую вас, дорогие друзья, мы в прямом эфире. В прямом эфире сегодня с вами я, Алексей, и мы поговорим о очень интересной теме, которая замалчивается. Данный вопрос, он очень особенный, он касается многих из вас, многих людей, которые интересуются магией, ритуалами, проведением каких-либо обрядов. И в основном это касается тех людей, которые так или иначе столкнулись с какой-то проблемой в жизни, ищут ее решение и всячески пытаются найти специалиста. Колдовство, ритуалы, обряды, магия, все эти слова, они нам известны. Но никто не задумывается о том, что 36, на секундочку, 36% русскоязычного населения интересуется колдовскими обрядами, интересуется магией в принципе. И сегодня мы с вами обсудим, от чего же нужно предостеречь себя в первую очередь. Есть проблема, о которой знают единицы. Те люди, которые через это прошли, они просто не понимают даже, что это было, и не могут дать этому трезвую оценку. И тем более, профессиональный взгляд на это не всегда возможно уже сделать, потому что человек может просто-напросто терять все, в том числе и разум. Поэтому он и рассказать уже не в силах о том, что с ним произошло. Вот. Касается данный вопрос поиска помощи именно там, откуда это все пошло. То есть мы сейчас говорим о том, что, как многие знают, религия Вуду, которая в итоге и породила магию Вуду, она родом из Африки. Оттуда люди переезжали на Гаити, Кубу, и там это все и началось. Проблема в следующем, то что сейчас в социальных сетях, во многих мессенджерах на связь с теми, кто ищет какие-либо услуги колдовства и магии и решения каких-то проблем путем проведения определенных обрядов и ритуалов, там возврат, допустим, жены, мужа, привороты, заговоры на успех, удачу, деньги, бизнес и так далее, чтобы все как-то наладилось в жизни, то, что вы хотите изменить. Для этого используется следующая схема, которой надо опасаться. Это африканские колдуны, которые объединяются в группы. Ищут сами жертву, или жертва выходит на их объявления, на их комментарии, к примеру, в Facebook или какие-то группы в Вайбере, в Телеграме, которые они используют для того, чтобы найти именно жертву, ту, которой сейчас необходима помощь. Человек такое существо интересное. Он всегда пытается вроде как надурить судьбу и сделать все лучше и правильнее. Особенно это касается людей, которые чего-то достигли в жизни. Может быть, на данный момент они тоже это все имеют и могут себе позволить обратиться к человеку из Африки. То есть они пытаются найти англоязычного проводника или англоязычного колдуна, который решит их проблему. Конечно, такие люди вряд ли пойдут решать ее, скажем так, к местной бабке какой-то или гадалке и так далее. Потому что они предполагают, что вот здесь все ложь и неправда,
А там самая сильная и в то же время самая действенная магия. Естественно, такие люди находят. Кто ищет, тот всегда найдет. И поэтому они находят как раз зачастую тех самых людей, которые объединяются в группы и в своего рода засаде они ждут, когда же наконец с ними выйдут на связь. Допустим, вы их нашли. Зачастую это может быть Нигерия или какая-то другая страна африканская. Темнокожие люди, как правило, которые имеют очень сильные возможности в плане проведения обрядов, в плане знаний, они объединяются в группу, и их главная цель — это получить фотографии, имя, дату рождения, подготовиться к видеосвязи с вами, объяснить, что это необходимо, что это требуется для проведения какого-либо обряда, который вы как раз у них и пытаетесь получить. Они говорят, что это нужно. Естественно, вы, так как не знаете, с чем сталкиваетесь, выходите с ними на связь. Ну и тем более, так как вживую поговорить всегда лучше, вы хотите это сделать. Что происходит следом? Вы с ними связываетесь по видеосвязи, они видят вас, вы можете их видеть. В половине случаев такие люди показывают себя, их, как правило, 2 и более людей, крайне редко, когда там один человек, либо просто какой-то темный экран, то есть они не показывают ничего, но на вас смотрят. Подготовившись заранее, они получили уже информацию о вас, то есть это фотографии, это определенные данные ваши. Они их собирают и делают обряд в момент установления визуального контакта с вами. Как только начинается обряд, вы сразу чувствуете сильное недомогание. И думаете, что это как раз вот, вам объясняют еще, что такое, в принципе, может быть, и это нормально, что это часть какого-то обряда, который вы хотите, чтобы они выполнили. Вы себя успокаиваете, но в то же время вы полностью теряете контроль над своим разумом, потому что они завладевают вашим разумом, и данный обряд, он схож с обрядом зомбирования, и он преследует цель сделать из вас марионетку. То есть вы будете следом, после того, как этот обряд закончен, выполнять все, что они будут вам говорить. А их цель — это обогатиться за счет вас, за счет того, что вы нажили, за счет вашего имущества, чтобы вы его каким-то образом реализовали, продали, сгенерили определенное количество средств, и эти средства переслали им. Также бывают случаи, когда они используют круг ваших социальных контактов, то есть тех людей, которых вы можете использовать для того, чтобы получить от них какие-то деньги, и обманным путем или путем воздействия на уже вторую жертву, которая пришла через вас. Потому что вы уже начинаете думать абсолютно по-другому. Вы думаете, как сделать так, чтобы им дать то, что они хотят. Вы находите таких людей, берете у них либо в долг, либо как-то заставляете, либо передаете данные их им в Африку, про которую мы сейчас говорим. И они воздействуют на вас, на ваших близких или каких-то друзей, знакомых, с которыми вы общаетесь. И эти люди также генерят вот эту сумму денег, которая уходит туда. Данный процесс длится ровно до того момента, пока вы представляете какой-то интерес финансовый.
То есть как только вы перестаете приносить прибыль, с вами общение заканчивается, и происходит страшная ситуация, когда вы потеряли все и любую возможность восстановиться, да? У вас нарушена психика, и это, по сути, окончание данного вопроса. А люди параллельно с вами обрабатывают еще других, таких же, как вы, возможно, обеспеченных, возможно, не настолько обеспеченных людей, но данная группа работает постоянно с несколькими людьми. И в группе может состоять как 5, так и 6, так и 9 человек, которые обладают сильными способностями в области магии Вуду в определенном ее направлении. Поэтому какая цель данного видео? В первую очередь я хотел предостеречь вас от обращений к людям, которых вы не знаете. Если вы просто нашли какого-то африканца и хотите получить от него помощь в решении ваших проблем, то 10 раз об этом задумайтесь. И у таких людей есть определенные марионетки в обществе русскоговорящих, допустим, людей, которые выводят таким или иным образом на них и используют в своих интересах. А их интерес только в одном — забрать от вас все, ничего не дав взамен, кроме проблем со здоровьем и полностью разорив вас окончательно. Об этом никто не говорит. Об этом практически никто не знает. Такие случаи, они единичные, они происходят и заканчиваются в кругу тех участников этого процесса, которые, собственно, все это и делают. И в этом опасность. Минимум информации в сети, то есть про это практически нет информации. Для этого я и записываю данное видео, и оно будет потом подготовлено с субтитрами или с голосом на других языках, чтобы как можно больше людей было предостережено и были в курсе того, что может происходить, если они таким способом пытаются решить свою проблему. Так как таких людей достаточно мало, которые обладают действительно способностями, то найти, встретить, наткнуться на них в реальной жизни достаточно сложно. Но именно те люди, которые сбиваются в группы и используют свои возможности, проводя сильный обряд зомбирования и использования вас как дойной машины, которая только и знает, что бегать и собирать деньги для них и отправлять им, или в некоторых случаях, когда идет речь о каких-то больших суммах, то люди такие заставляют вас привозить к ним деньги и какие-то ценности, которые они могут использовать в дальнейшем для себя, для своего обогащения. Они очень опасны. Так вот, задумайтесь 10 раз перед тем, как попытаться найти помощи именно там. Также они проводят определенные обряды с теми людьми, которые приехали в Африку. То есть вот люди могут попасть, допустим, ну, как бывает, да, есть запрос определенный, будет и предложение. Человек хочет, допустим, чтобы мы провели какой-то обряд, ну, к примеру, там айваска или еще что-то. Данные обряды, они запрещены к проведению в России, так как там используются определенные вещества и компоненты, которые у нас запрещены. Соответственно, человек, чтобы сделать этот обряд,
он будет искать место и исполнителя. И, как правило, он находит какого-то клоуна, который предлагает ему провести больше театральную постановку, в которой он будет главным героем, да, и за баснословные деньги выполнит его прихоть, его просьбу, да, провести данный обряд. Такие обряды проводятся. И, как правило, 98% всех проведенных обрядов, которые люди считают, что они были проведены по всем канонам и как это должно быть, они проводят фейковые обряды. Потому что специалистов, которые способны на это, их, в принципе, в мире единицы. Их очень мало. И попасть на них это большая удача для тех, кто понимает, на что идет. И большая проблема для тех, кто просто теряет деньги впустую, не получая ничего взамен. Ну, кроме театральной постановки. Также он может попасть и на людей, которые проводят то же самое, про что я сказал ранее. Это проведение такого обряда группой сильных, способных колдунов, проведение обряда с вами вживую. Когда они там на вас воздействуют, вы возвращаетесь в свою страну, неважно какая это страна, к себе на родину, там, где у вас все есть, там, где у вас все хорошо, у вас есть деньги, у вас есть возможности, и вы уже там с ними снова выходите на связь, потому что они этого хотят, они хотят что-то вам предложить, они чем-то вас заинтересуют, и они начинают выманивать из вас все то, что им нужно. А им нужно средства к существованию, обогащению. То есть они будут заставлять также вас брать какие-то деньги и будут всячески на вас воздействовать. Этого надо остерегаться. Поэтому вы должны понимать, что очень мало людей, которые это могут, а те люди, которые могут, из них еще 70% это те, которые будут пользоваться своими возможностями, максимально выкачивая из вас средства и не выполняя ничего взамен. Ничего из того, что вы хотели получить. В этом суть. Также мы поговорим сейчас, напомню, мы находимся в прямом эфире, если есть какие-то вопросы, вы можете их задать в чате. Я, естественно, вам отвечу. Многие не задумываются о том, что вот на данный момент, допустим, население Земли — это 7 миллиардов 800 миллионов человек. И когда, допустим, человек приобретает машину для того, чтобы передвигаться из точки А в точку Б, он задумывается о том, что неплохо было бы сделать страховку. Да? Это касается тех людей, которые опасаются за то, что с ними будет происходить. Потому что, во-первых, не он один на дороге, а во-вторых, все может быть. Тот же ветер подул, столб упал, машина повредилась. Да? И восстанавливать за свои деньги никто этого не хочет. Поэтому люди пользуются страховками и живут себе спокойно, с ощущением того, что они защищены материально. Но сколько из вас задумывалось о том, что минимальное количество людей думает о том, что есть магическое воздействие? И большинство, больший процент, намного больше, чем общее число таких обращений, таких запросов у людей, связано с тем, чтобы сделать жизнь своего близкого или своего знакомого человека лучше. В основном каждый человек
который обращается, он хочет каким-то образом воздействовать на свой круг общения. То есть он хочет, чтобы его, допустим, полюбила женщина. Он хочет нравиться окружающим. Он хочет быть успешным. Он хочет получить то, чего не имеет, путем, как ему кажется, более простым и легким. Естественно, здесь существует одна интересная особенность. То, что пока петух не клюнет, мужик не перекрестится. И здесь как раз та самая ситуация. То, что мы часто забываем о том, что для нас самое важное. Для нас самое важное — это наши близкие, наши дети. И как мало тех людей, которые задумываются о том, что необходимо сделать защиту на своих близких, на себя, на своих детей, позаботиться об их будущем. Потому что в мире, как бы кто там не был против этого и не говорил то, что этого не существует, но практически каждый, кто заходил и смотрел какой-либо ролик на этом канале, это немало достаточно, людей, которые интересуются этим. Они не просто так интересуются, вы не просто так интересуетесь. Потому что вы понимаете то, что это есть, и это так. И никуда от этого не уйдешь. И самая большая проблема то, что мы сначала сталкиваемся с проблемой, потом думаем о том, как ее решить. И, как правило, очень часто мы ее запускаем. Запускаем и не решаем проблему. Решение проблемы, оно кроется изначально в том, что надо подготовиться к такой проблеме. И когда мы говорим о том, что защита от магических воздействий стоит намного дешевле, чем, допустим, снятие какого-то воздействия типа порчи или приворота и еще чего-либо, то мы не задумываемся о том, что это намного дешевле, чем обращаться потом, искать настоящего специалиста в этой сфере и решать вашу проблему. Часто происходит совершенно по-другому. Сначала произойдет проблема, потом человек задумывается, как же ее решить. И в этом самая сложность и кроется. То, что многие не задумываются и не хотят ответить себе на этот вопрос. Они не хотят решать проблему заранее. Ведь сделав, вот смотрите, есть такой способ. Я в нем говорил уже во многих видео, что самый действенный способ на данный момент и самая сильная сторона магии, она кроется в магии Вуду. То есть мы здесь рассматриваем куклу Вуду как двойника, когда защита делается очень хитрым способом. Сейчас объясню. Допустим, возьмем такую ситуацию, что есть нечто, что-то, что мы хотим защитить. Допустим, у нас есть дом. Мы хотим его защитить, мы строим вокруг него высокий забор, который будет по периметру закрывать данный дом. Забор может быть выполнен из дерева, может быть выполнен из камня. Правильно? Здесь то же самое. Если мы берем любую магию, не Вуду, то мы имеем дело с забором. И сломать такую защиту — это вопрос времени. То есть мы можем данную защиту сломать очень легко, иногда сложно, но мы ее можем пробить. То есть у нас есть дерево, мы можем его либо перелезть, либо поджечь, либо подкопать и пролезть снизу. Вот у нас 3 способа. Также рушится любая защита, которая ставится людьми по
пользуясь другими способами, другими вариантами магии. Это первое. Второе. Когда мы рассматриваем, что у нас делается кукла Вуду как защита на человека, то здесь все намного хитрее. Здесь вот этот забор — это иллюзия. То есть человек, который будет воздействовать на вас, он будет воздействовать на забор, который будет ломаться каждый раз, но выдавать мираж, несуществующее, что-то, что кажется существующим. То есть воздействие происходит, по сути, на объект, именно на человека, на его сознание. Все происходит так, как человек, который хочет нанести вам какой-то вред или заставить сделать вас что-либо, он думает, что все происходит как надо, даже если он является специалистом. И любое негативное влияние, которое оказывается на этот мираж, оно уходит в эту куклу. Оно никаким образом не воздействует на вас. Поэтому забор вот этот можно ломать сколько угодно раз, но толку от этого никакого не будет. И об этом надо задуматься тем, кто на своей шкуре прочувствовал воздействие негативное или положительное магическое воздействие. Потому что когда человек сталкивается с этим, оно обычно уже является довольно запущенным случаем. Когда вы хотите найти какой-то поддержки, помощи в снятии приворота, в снятии порчи, в снятии какой-то рассорки между вами и любимым человеком, когда у вас негативное воздействие выполнено на всю семью или еще что-то. Это очень дорогостоящее мероприятие, все это исправлять. И очень сложно найти человека, который действительно специалист и который действительно вам поможет. Поэтому мой вам совет — воспользоваться этим заранее, до того, как наступила проблема. Позаботьтесь о своем будущем, о будущем ваших близких людей, из-за которых вы переживаете, потому что данная работа, она стоит в разы дешевле, чем исправление ситуации, которая возможна. А ситуация, с которой может столкнуться человек, она зачастую выглядит таким образом. У каждого из нас был какой-то знакомый, был какой-то друг, был какой-то родственник, возможно, у которого все в жизни вроде было хорошо. И деньги были, и мать и отец зарабатывали, и у него вроде все хорошо. Они могли ему обеспечить хорошее детство, интересное, да, но в какой-то момент времени у него что-то происходит в жизни, и, допустим, отец повесился, а мать заболела и скончалась. А он после этого потерял все нажитое родителями и не удался в жизни. Устроился, допустим, работать охранником и ничего не имеет. Ему 50 лет, и он задумывается о том, как быть, что ему такого сделать и почему у него все было на старте, и это все было потеряно. Такие ситуации очень часто за собой кроют негативное воздействие того же самого соседа по даче или по дому, который воспользовался своими возможностями и нанес негативный вред просто так. Просто из-за того, что у него все не очень, из зависти, потому что у этой семьи все хорошо. Вспомнили такую ситуацию? Многие бизнесмены зарабатывают большие состояния, а потом все теряют.
И каким-то чудесным образом эта ситуация выглядит очень необычной, потому что человек может быть очень успешным во всем. У него все должно было идти и дальше хорошо. Но по какой-то причине все происходит именно так, что он теряет свой бизнес, свои деньги, свои возможности, свои связи. Все от него отворачиваются. У него ничего не получается в жизни. Как такое может быть? Ведь по реальной статистике, которая есть, 30% людей, которые пострадали от этого, 30% из 100. То есть 100 — это все, кто получил какую-то неудачу в жизни, где-то сделал что-то не так или что-то пошло не так. И он потерял там, допустим, все. Или не смог заработать, у него тяжелая жизнь была. И 30% из этих всех случаев — это негативное воздействие завистников, негативное воздействие злых людей, которые нашли или сами обладали такими возможностями и сделали жизнь своих знакомых или своих обидчиков, или своих врагов, своих конкурентов путем обращения к магическому воздействию сделали их жизнь невыносимой. И данная статистика, она говорит лишь об одном. То, что задумайтесь заранее о том, что вас будет ждать в будущем. Так как данный эфир транслируется довольно поздно, то, естественно, все, кто захочет его увидеть, увидят его уже завтра. Ну или когда у них будет соответствующее время, они проснутся и смогут его посмотреть. Максимальный репост, ставьте лайки, рассказывайте своим друзьям, своим знакомым. Та схема, о которой я сказал в начале данного видео, она очень важна. Ее должен знать каждый, кто обращается, потому что об этом никто не говорит. Но это есть. И этого надо опасаться. Потому что потерять можно не просто деньги за неоказанную услугу, когда вы там обращаетесь к тем же самым каким-то шарлатанам или там мошенникам, каким-то участникам, к примеру, битвы экстрасенсов. А здесь самая главная проблема в том, что вы можете потерять абсолютно все. Знайте об этом. До новых встреч. Следующее видео будет тоже на интересную тему. Скорее всего, выйдет оно завтра, так что увидимся. Всем пока.